Всем здорово, с вами Ганзи, и это новая серия сюжета «Цепи судьбы». Сегодня не будет топа поддержавших, потому что никто не поддержал, но я все равно выпустил. Надеюсь на ваш актив, потому что вы его делаете, комментарии пишите, лайки ставите, и это побуждает меня делать все равно новые видео. Да, я мог сегодня провести стрим и сделать выходной себе, потому что вчера я выпустил на моем втором канале Ганзи Ninja озвучку новой главы манги Боруто. Но вот вам серия. Если вы не подписались, подпишитесь, поставьте колокольчик и залетайте к нам в телеграм-канал. Не буду я переставать это повторять, это важно. И давайте начнем. Цепь судьбы, 38 часть. Поехали. Глава 38. Изменения в образе. Пока бойцы выполняли приказы, я стал думать над словами, которые произнес Райкаги. Главный штаб не особо посвящал меня в положение дел, особенно в последнее время. Учитывая то, что наши сообщения могли перехватить, это было вполне оправданно. Однако скрытому облаку известны планы Конохи, поэтому я должен как можно скорее сообщить об этом деревне. «Айба!» – сказал я, доставая небольшой свиток. Мой заместитель стримглав подбежал. На его лице вновь изображалась привычная недоумение, нотки страха и обеспокоенности. «Мне нужно, чтобы ты призвал самую быструю живность из своего арсенала». «Самую быструю, говорите?» – задумчиво пробубнил он, после чего приложил пальцы к виску и помассировал его. «Ах, да, есть у меня одна на примете». Айба быстро сложил ручные печати и призвал небольшую птицу размером с ворону. По виду она напоминала сокола. «Мой Сапсан, Кики, он доставит сообщение в любую часть континента быстрее всех». Я посмотрел на небольшую птичку. Та терпеливо сидела на плече у хозяина и прижималась к нему своей головой. Видя такое проявление чувств, я невольно улыбнулся. Следом написал послание в Коноху. В нем я кратко обрисовал ситуацию, которая происходит с нами на данный момент, а также то, что Райкаги знает, что скоро планируется нападение и уже вовсю готовится к нему. Прикрепив послание к специальной сумочке, которая была на Кике, Айба что-то нашептал ему на ухо и подбросил вверх. Сапсан взмыл, замахал крыльями и понесся на запад в сторону Конохи. «Надеюсь, он и вправду быстро доставит сообщение». «Не переживайте, капитан», – запинаясь, проговорил Айба. «Он много раз выручал меня в период войны». «Хе, а я думал, что это я тот, кто тебя вечно спасает». С моих уст сорвалась шутка, которая заставила заместителя занервничать. «Конечно, капитан, вы тоже многое для меня сделали. Я просто...» «Тише, Айба», – скомандовала я, желая угомонить его, а потом продолжил уже мягче. «Я просто пошутил». «Фух, лучше не пугайте меня так, капитан». Хорошо. Каковы наши потери?» «Погибших нет», – радостно заявил Айба. 5 человек пострадали от той техники с молниями, но наши ирианины быстро приведут их в норму. Также 2 тяжело раненых». «Черт», – процедил я. «Насколько все плохо?» «Сейчас они без сознания, но учитывая количество наших медикаментов и условия, в которых мы находимся, все может стать критичным. Такое уже бывало, помните?» «Да, тогда мы многих потеряли из-за чертовых морозов и перебоев со снаряжением». «Не вините себя, капитан, это война. Тут невозможно обойтись без жертв». Это меня не оправдывает в своих глазах. Пусть медики напишут, что им нужно, я постараюсь это найти. «Хорошо, я сообщу им». Мы услышали негромкий смех со стороны. Я повернул голову, а Айба нервно сглотнул. «Второй отряд?» – прошипел я. «Опять эти двое филонят. И я, пожалуй, пойду отсюда, так?» – проговорил мой заместитель, понимая, к чему идет дело. И я молча кивнул. Второй отряд был в подчинении Акаю Нара. Этот представитель клана довольно неплох в командовании, но очень не любил выполнять физический труд. Аргументировал он это тем, что привык думать головой, а не мускулами. Поначалу он исполнял приказы с крайней неохотой, хоть и ответственно. Айба периодически давал ему нагоняй, но тот лишь находил новые уловки, чтобы избежать грязной работенки. Рядом с Акая стоял Хисао Яманака, добродушный, даже слишком наивный парень. Во всем искал светлую сторону, умел смягчать гнев товарищей и был душой компании. Он всегда старался улыбаться, даже когда было чертовски грустно. Честно говоря, я относился к нему немного мягче, чем к остальным. Во время первых месяцев операции рядом с ними был Каби Акимичи, но в одном из вылазок тот погиб, прикрывая своих товарищей. Акаю и Хисао долго переживали эту утрату. Они даже не могли захоронить тело своего друга,
потому что это могло бы поставить нас всех под ужасный риск. Видя это, я решил помочь им. Глубокой ночью, в декабре, они вдвоем вытащили тело Кабе, пока я отвлекал незначительный отряд, который поджидал нас там. После этого даже такой упрямый представитель клана Нара признал меня как командира и стал беспрекословно выполнять любое, даже самое неприятное поручение. Помимо этого в отряде было еще 18 человек, представителей кланов поменьше. Однако те в основном не портили мне настроение, как эта сладкая парочка. Видя мой недовольный взгляд, Акая скривил лицо и шепнул что-то на ухо своему другу. Айба подгонял их как мог, опасаясь, что и ему прилетит за этих двоих. Когда парочка подошла ко мне, оба вежливо склонили головы. «Капитан, мы рады, что вы не пострадали после такой сложной битвы». Весело отчеканил Хисао Яманака, пытаясь смягчить мой суровый взор. Представитель клана Нара молчал, отводя свой взгляд, но его товарищ тут же ткнул друга в бок, намекая, что необходимо последовать его примеру. Да, мы все очень рады», – буркнул тот крайне безэмоционально. «Ни к чему это похвала», – ответил я спокойно и сдержанно. «Все это результат хорошего взаимодействия между отрядами. Можете собой гордиться». Акая слегка усмехнулся и задрал голову. Ему всегда нравилась положительная оценка его тактик и стратегий. «Однако», – продолжил я чуть суровее, чем заставил парочку убрать ухмылки с лиц, «этот факт не дает вам права прохлаждаться. Горлани на весь лес». «Но сражение только-только закончилось», – попытался возразить Хисао. «Капитан, мы же можем передохнуть. Не будьте так суровы». «Отдохнуть?» – вопросил я, поднимая одну бровь. «Вы, парни, не выглядите уставшими». Проговорив эти слова, я указал на раненых, которые сидели без сил и лечились ирианинами. «Вот что такое усталость. Раз у вас есть силы так весело что-то обсуждать, то пара-тройка поручений будут сущим пустяком. У всех разный запас силы чакры, между прочим», – вновь буркнул представитель клана Нара. «Что ты там бухтишь, Акая? Хочешь возразить?» – проговорил я, слегка усмехаясь под маской. «Нет, я вообще молчу», – ответил тот, отворачивая голову. Хисао Яманака тихонько посмеивался над своим другом. «Более того, своими действиями вы подаете пример всему отряду. У вас нет времени, чтобы сейчас позволять себе расслабиться. Для этого есть специально установленные часы, когда мы находимся в безопасности. Хорошо ли это, что пока другие трудятся, второй отряд отлынивает? Справедливо ли это, если я как командир буду нагружать лишь первый отряд?» «В общем-то, нет. Вы, конечно, правы, но...» – отвечала Кая, пытаясь выдумать себе новое оправдание, но по его лицу было понятно, что мои слова знатно его пристыдили. «Если я прав, то займитесь делом. Времени хоронить погибших врагов у нас нет, поэтому скройте их трупы. Возьмите несколько комплектов формы, она нам явно пригодится». «А если...» – начал Хисао, но тут же был прерван мной. «А если быстро закончите, то помогите первому отряду собрать оружие». «Как всегда проницательны». — ответил член клана Яманака, опустив голову и признавая свое поражение. «Вы, ребята, должны и сами это понимать», — заключил Айба, сложив руки на груди и отчитывая тех менторским тоном. «Уж кто-кто, а капитан видит вас насквозь. Все мы здесь распределяем обязанности не просто так, ведь в такое тяжелое время как никогда важен коллективный дух. Не отбивайтесь от остальных». «Ах, вот ведь жук, Айба», — пробурчала Кая. «Ну подожди, мы тебя устроим». «Да ладно вам», — весело отреагировал Хисао, хлопая товарища по плечу. «Айба и капитан правы. Чем быстрее закончим, тем скорее наступит долгожданный отдых». Усмехнулся Нара. «Неубиваемый оптимизм, но ты прав. Хорошо. Тогда мы приступим, капитан?» «Да, давайте». «Вот-вот», — поддакнул Айба. «Это и тебя касается, Айба», — проговорил я, обвиняюще смотря на своего заместителя за его гордыню. «Меня? Ну я же... они и...» Он опять перешел на непонятный мне язык. «Срочно зовите переводчика». «Айба», — грустно выдохнув, продолжил я. «Замолчи и займись делом. Оружие само себя не посчитает. Узнай о провианте и состоянии отрядов. Иначе все твои речи о справедливости распределения нагрузки попахивают подхалимством». «Вы правы. Простите меня, друзья», — ответил Айба, склонив голову перед товарищами. «Я сейчас же начну работать». Акая зажал шею моего заместителя и потрепал его волосы. «Вот же хитрый жук. Ладно, без обид. Мы все сделаем
сделаем в лучшем виде, капитан». «Знаю», – ответил я, снова слегка улыбаясь. Двоица почтительно склонила голову и начала удаляться. Я смог услышать обрывки их диалога. «Эх, капитан сегодня опять жестит. Он вообще хоть когда-нибудь улыбается?» – проговорила Кая, почесывая затылок. «Я уверен, он частенько это делает, просто скрывает под маской», – ответил Хисао. «Для 15-летнего он слишком серьезен. А что если бы ты командовал таким большим отрядом? Я бы не отказался. Вот видишь, в этом весь ты». Далее я уже не слышал их переговоров. Такие моменты и вправду позволяли почувствовать, что этот вечный, нескончаемый бой имеет хоть и небольшую, но передышку. В эту минуту мое предплечье слегка прижгло. Я окликнул Айба. Тот быстро вернулся и вопросительно посмотрел на меня. «Печать сработала. Значит, на севере была заварушка?» – тревожно отметил тот. «Не волнуйся, вряд ли нас там поджидает опасность. Я не чувствую, чтобы кто-то одолел моего клона. Скоро он вернется сюда и все расскажет». «Значит, нам надо ускориться и уходить?» «Да, через север идти опасно. Техника, которую я использовал, наверняка наделала кучу шума. Я отправлюсь на юго-запад, посмотреть, есть ли угроза для нашего отступления». «Вы хотите продвигаться к границе? У нас нет особо выбора. Там наибольшее количество лесистой местности, а сейчас нам нужно время передохнуть и собраться с силами. Мы уже неделю бегаем от отряда охотников, и наши товарищи не смогут вечно жить в таком ритме». «Понимаю. Тогда я буду ждать вашего возвращения». «Да, если через 40 минут не вернусь, то выдвигайся в квадрат 4. «Есть!» С этими словами я взмыл на дерево и направился на юго-запад, к границе леса. Дорога заняла минут 10 от силы. Это напоминало приятную прогулку после того, что сегодня было. Мышцы согревались от незамысловатой пробежки. Мысли не лились каскадом. Только в такие мгновения я мог слегка расслабиться. Увидав окраину леса, я ослабил поток чакры, чтобы избежать случайного обнаружения в случае ловушки. Запрыгнув на высокое дерево и скрывшись в его сухих ветвях, я начал осматривать территорию. Чистое поле совершенно не внушало доверия. С другой стороны, массивные горы и отсутствие тут поселений давали надежду на то, что этот кусок местности мы пробежим без особых усилий. До предполагаемого леса без границы со страной огня было довольно прилично. Но если не сделать этого сейчас, враг подтянет резервы, а это уже станет большой проблемой. Черт. Как же много приходится думать, где же Какаши с его гениальностью, когда он так нужен. Невольно вспомнив о друге, я прижался спиной к стволу дерева и посмотрел на серое небо, откуда падали маленькие снежинки. «Уверен, ты справляешься лучше меня, Какаши», — сказал я, грустно выдыхая. «Мне нельзя долго задерживаться, иначе Айба с его паникерством быстро свалит с места нашей дислокации, поэтому...» Я быстро спрыгнул вниз и помчался назад. На обратном пути мое внимание привлек небольшой ручеек. Странно, что я раньше его не заметил. Глянув на свою форму, я понял, что сильно запачкался, да и фляга с водой почти опустела, так что этот источник был сейчас как раз кстати. Спрыгнув вниз, я спустил маску с лица и всмотрелся в водную гладь. За время моего пребывания на территории врага я не так часто мог увидеть, как выгляжу. Волосы отросли довольно сильно, почти до середины шеи. В мои 15 лет подростковые черты лица постепенно стали заменяться привычными, взрослыми. Ну и видок. Неудивительно, что остальные на меня косо смотрят. «Я ж как маньяк выгляжу», – проговорил я. Голос казался каким-то неестественным. Он окончательно сломался, а длительное пребывание на морозе добавило в него легкую хрипоту. Я зачерпнул немного воды, смывая грязь и кровь со своего лица. Вода в ручье всколыхнулась, расплываясь небольшими кругами. На руках остались слабо красные капли. Сколько же крови я уже пролил. Вдруг в отражении я увидел лицо молодого Мадары, который начал говорить те слова, что произнес мне в своей пещере. «Я просто хочу создать мир, где все победители, где все ладят друг с другом. Мир и любви. Я хочу создать его». Его взгляд был ужасающим. В нем горела решительность, которая не собиралась тлеть. Я мотнул головой. Вокруг резко потемнело. Вода в моих руках стала алой, густой, превратилась в кровь. Я быстро выплеснул ее назад в водоем, пытаясь отмыть свои руки, но все было тщетно. Алые следы лишь глубже въедались в кожу. Я резко выдыхал воздух, не веря в происходящее.
Взгляни на реальность. Не всегда все идет по плану. Чем дольше живешь, тем больше понимаешь. В этой бесполезной реальности существует лишь боль, ненависть и страдания. Слушай внимательно. В этом мире, везде, где есть свет, всегда будет и тень. Пока в этом мире есть победители, будут и проигравшие. А эгоистичное желание мира всегда ведет к войне. Продолжали звучать слова Мадары эхом, отдаваясь у меня в ушах. Я схватился за голову и прокричал, ударяя ладонью по поверхности воды: «Хватит!» В тот же миг все вернулось в норму. Вместо лица Мадары я вновь видел свое. Мои глаза имели безумный вид, будто бы моя жизнь вот-вот оборвется, как у того шиноби, которого я проткнул своим клинком. «Что же это за чертовщина?» – процедил я обессиленно, опуская голову. Неужели этот нескончаемый стресс так подкосил меня? Нет, вряд ли я настолько слаб психикой, чтобы так остро реагировать. В любом случае, разбираться в проблемах своей головы у меня нет времени. Нужно срочно возвращаться. Однако в кустах я услышал шорохи. Моя рука рефлекторно метнула несколько сюрикенов. «Кто здесь?» – крикнул я, подскакивая к источнику шума. Среди ветвей я увидел небольшую тушку. Это был заяц. Все мое метательное оружие с безукоризненной точностью попало в его тело. Небольшая лужица крови напитала снежный покров. «Кажется, я с ума схожу», – проговорил я, вытирая лоб, а затем, взяв тушку, грустно отметил: «Прости, не повезло тебе, приятель». Положив мертвое тельце за пояс, я ополоснул свое лицо водой, стер кровь с формы и налил свежей воды во флягу, после чего натянул маску и отправился назад. Времени оставалось немного, но кажется, я успеваю. Мой клон наверняка за всем проследит в случае необходимости. Когда я почти добрался до места, то увидел, как члены первого и второго отряда погружают тела в небольшую братскую могилу. Видимо, они все же решили почтить память врагов. Мой клон стоял и разговаривал с Сайбо, который интенсивно кивал головой. «Черт, наш капитан Учиха в последнее время совсем перегибает палку», – процедил один из бойцов, укладывая труп в яму. «Да, любое отклонение, и он тут же проявляет суровость. Жрем одни боевые пилюли. Нормальной еды уже недели полторы не было. И самое ужасное, что мы подчиняемся 15-летнему мальчишке», – ответил ему второй. «15-летнему? Я думал, он старше», – вступил в разговор третий шиноби, используя технику земли, чтобы закрыть яму. «Это просто немыслимо. Капитан Кин, вот кто больше смахивает на командира?» Я прижался к стволу дерева, стараясь не выдавать своего присутствия. В душе наступило небольшое смятение. Неужели я и правда настолько жесток? «Разве возраст нашего капитана имеет значение?» – проговорил Акайо Нара, который подошел к троице. «Да, ребята, вы уж больно предвзяты к нашему командиру», – поддержал его Хисао, говоря непривычно холодно и зло. «Парни?» – ошарашенно вопросил первый шиноби. «Разве вы сами не видите, что происходит? Наши товарищи погибают. Капитан Кин и его группа, все они мертвы». «И что?» – все так же монотонно отвечал Акая. «В том-то и дело, что группа командира Кина мертва, а вы все еще живы. Благодаря кому? Как думаете?» Наступила минутная тишина. «Так-то оно так», – пробубнил второй шиноби. «Но разве вы не знаете? Ходят слухи, что капитан Учиха совершил переворот и убийство главы деревни Скрытой Травы, потому что тот выставлял свои условия. Его же едва не лишили звания Джоунина. Ха!» «Ты так слепо веришь слухам?» – спросил Хисао, подходя к товарищу и хватая его за грудки. «А сам-то ты что видишь? Неужели капитан хоть раз оставил кого-то из нас на поле боя? Бросил? На верную смерть, быть может? Каждый раз ему приходится изворачиваться, чтобы мы выжили. Или ты забыл, сколько мы вместе прошли?» «Нет», – воскликнул тот, после чего Хисао отпустил его. «И я просто говорю, что слышал». «Даже если это и правда, все мы совершаем ошибки. Кто из вас тут не делал глупости? Если такие имеются, то пусть врежут в рожу мне прямо сейчас», – сказала Акайо Нара, указывая на свое лицо. «Нет, вот видите, у всех темные моменты в истории. Даже если капитан и совершил что-то подобное, сейчас он сполна искупил все свои грехи. Хотя я считаю, что ему не за что оправдываться, особенно перед нами». Третий шиноби, который до этого молча слушал, проговорил намного тише. «Но это не оправдывает его жестокость. Он скольких он мог ударить в порыве боя. Я лично помню, как он меня вырвал
вырубил. Это все потому, что у тебя крышу снесло», – проговорил представитель клана Нара. «А чего?» – удивленно воскликнул третий ниндзя. «Акая прав. В той битве ты потерял над собой контроль. Это нормально в условиях такого стресса. Даже у шиноби бывают подобные моменты, ведь все мы теряем тут друзей и товарищей», – поддержал друга Хисао Яманака. «Именно. Капитан вырубил тебя, лично оттащил подальше от поля битвы. Когда ты очнулся, то ни хрена не помнил. Капитан Учиха велел нам всем молчать и не винить тебя ни в чем. Он не хотел, чтобы ты думал, что из-за тебя остальные оказались в опасности», – заключил Акая. Черт. «Парни, я виноват перед вами!» – воскликнул тот, схватив себя за голову. Хисао подошел к нему и похлопал по плечу. «Тогда все обошлось, потому что капитан четко понимал, что нужно делать. Все мы готовы были подстраховать друг друга в любой момент. Не вини себя. Я и Акая тоже потеряли друга и были убиты горем. Но капитан помог нам похоронить его по-человечески, рискуя своей жизнью. Не знаю, какую глупость мы бы совершили, если бы его не было с нами. Эмоции в тот момент захватили наш рассудок и усыпили всякие доводы логики». «Хисао прав», – сказал мой заместитель Айба, подходя к пятерке шиноби. «Я тоже верю в то, что капитан заботится о нас, хоть и по-своему. Я всегда был трусом, все 23 года своей жизни. Удивительно, как я стал джоунином, наверное, только благодаря своей чрезмерной осторожности. Но капитан Учиха поверил в меня. Более того, он доверил мне командование. Я стал нести ответственность не только за свою жизнь, но и за моих товарищей, друзей, тех, на кого я могу положиться. Только тогда я понял, что нельзя все время убегать, трусить и думать лишь о своей шкуре. Тогда я совершал ошибки, но наш командир не давал мне и шанса на нытье. Если бы он не был таким, то я был давно погиб. Дисциплина и ответственность – вот что сейчас более всего важно и необходимо. Думаю, именно это желает показать нам капитан Учиха. Он не хочет, чтобы мы погибли, поэтому держит нас в постоянном тонусе. Расслабься, мы и псы из скрытого облака быстро нашпигуют нас кунаями. Поэтому наша задача – поддержать командира и сделать все возможное, чтобы всем вместе выбраться отсюда. Пламенная речь Айба заставила тройку шиноби виновато опустить голову. Акая подошел к моему заместителю и, похлопав того по спине, проговорил: «Не знал, что в тебе такой оратор живет, даже без заикания. Думаю, ради такого я бы и напиться мог». Все дружно рассмеялись. Айба паникующе завертел головой, чувствуя, что весьма отошел от привычного образа из-за чувств, вырвавшихся из глубин его души. «И я просто пытался призвать вас к дисциплине. Акая, ты все испортил!» Взволнованно протараторил тот, пытаясь придушить товарища. Я усмехнулся, прикрыв глаза. Они ведут себя как дети. Хотя, мне ли их судить? Когда вокруг меня столько понимающих и верных людей, я наверняка могу знать, что иду верным путем. Аккуратно выйдя из-за ствола, я направился к ним. Хисао, что заметил меня первым, ткнул Акая. Тот убрал редкую улыбку со своего лица и громко сказал: «Капитан?» Все вытянулись, серьезно глядя на меня. «Мы рады, что вы вернулись!» – отчеканили остальные. «Да, опять прохлаждаетесь?» – добродушно подшутил я. «Нет, просто только-только закончили. Не подумайте, я следил и…» – нервно оправдывался Айба. Я впервые за долгое время звонко засмеялся. «Ладно, спокойнее, заместитель, а то в обморок упадешь от такого перенапряжения». Шиноби слегка захихикали. Я кашлянул, возвращая серьезность. «Раз вы выполнили мои требования, объявляю 10-минутный перерыв. Потом нам срочно надо будет отправляться. Так что, Акая, передай это второму отряду». «Есть!» Я уже собирался отправиться к своему клону, но вспомнил о небольшом трофее. Сняв его с пояса, я вручил одному из шиноби и сказал: «Конечно, много мяса с него не будет, но на похлебку хватит. Разделите между отрядами, хорошо?» «Да», – ошарашенно проговорил тот, глядя на зайца. «Спасибо вам, капитан». «Не за что меня благодарить. К слову, у вас осталось всего 8 минут и 10 секунд». Бойцы переглянулись, а затем резко разбежались, осознавая, что я украл у них драгоценные минуты отдыха. Я покрутил головой, вновь улыбаясь под маской. «Капитан, ваш клон уже мне все доложил. Хорошо, я быстро переговорю с ним. У меня осталось для него поручение. Собирай всех, скоро выдвигаемся». «Все-таки юго-запад?» «Ага, вариантов у нас не осталось». «Понимаю, я распоряжусь. Все указания, что вы дали ранее, были выполнены». «Да, спасибо. Отчитаешься на привале. Не забудь обеспечить поддержку раненым». «Есть». Продолжение следует.